Привет, это Лена Бик, и сегодня я вам покажу, как празднуют Новый год в Варшаве. Это мой первый Новый год в Польше, и я хочу поделиться с вами подготовкой к празднику, атмосферой на улицах, показать польского Деда Мороза и ответить на самый главный вопрос – как в Польше отмечают Новый год? Начну рассказ с подготовки. Какой же Новый год без елки? Поставишь ее и сразу настроение появляется. Елка по-польски – это хаинка. Правильно? Мы пошли на поиски елки с нашим польским другом Лукашем. В Варшаве к Рождеству открываются очень много разных мест, где можно купить елку. И бюджетнее всего, конечно, покупать в сетевых магазинах, как Leroy Merlin и Оби. Но мы купили в точке недалеко от нашего дома, потому что было удобно ее доставить. Чаще всего продаются два типа. Это шверк, обычная елка, и йодла, это пихта. Пихта, как нам сказали, стоит дольше. Ну и на самом деле у нас была такая история в 2021 году. Мы купили обычную елку, и она осыпалась буквально за 2 недели. И мы выбросили ее до Нового года, поэтому у меня остались впечатления, как по всей квартире валяются эти осыпавшиеся иголки. И потом мы купили маленькую пихточку в горшке, и наш кот был просто в восторге. Поэтому в этом году мы сделали выбор в пользу пихты. У пихты хороший аромат и мягкие иголочки. Вот какая у нас получилась пушистая, высотой примерно 1,7 метра. Игрушки и декор мы купили в Ашане, потому что там очень бюджетные цены и много различных вариантов. Решили взять 2 цвета, это красный и белый. А когда уже наряжали, то поняли, что это, собственно, цвета Польши национальные, белый и красный. Многие семьи украшают здесь не только елки, но и балконы. Можно погулять по Варшаве и увидеть, как светятся гирлянды снаружи. Очень красиво. И, кстати, некоторые выбирают больше пихты в горшках, потому что они маленькие, компактные, и их после Нового года можно сдать, если я не ошибаюсь. Если вы знаете, если вы покупали, то можете написать в комментариях, правда ли их можно куда-то сдать, и потом их высаживают на какие-то поля или фермы. А некоторые оставляют их на балконе. И когда я гуляла возле новых домов, таких высоток, я обратила внимание, что на балконе очень много одинаковых вот этих вот пихт в горшках. И я сначала подумала, что интересно, почему у всех такие пихты, может быть, это какой-то подарок от застройщика, но оказалось, что просто выбирают на Новый год такие елочки и оставляют их. Елку установили, и теперь уже можно готовить подарочки, чтобы положить под нее. Теперь мы сами себе Деды Морозы. Большинство поляков католики, и поэтому здесь Рождество празднуют 25 декабря, а вечер 24 декабря называется Вергилия. Это такой особый вечер, можно сказать, аналог, наверное, сочельник, когда родственники все собираются за столом. Это более семейный праздник и отмечают Рождество. На Рождество принято обмениваться подарками, и здесь в ночь на 25 декабря к детям приходит Святой Миколай, это аналог Деда Мороза. Андрей не удержался и открыл свой подарок, он подсел на лего, а я не открывала и ждала до Нового года, потому что у меня было очень много дел и работы, и поэтому это был для меня как стимул быстрее закончить все свои дела, чтобы потом открыть подарок и уже расслабляться и отдыхать в первую неделю января. А вот Новый год, в отличие от Рождества, это не домашний праздник, потому что здесь большинство стараются куда-то выехать на отдых, куда-то за город. У меня очень много знакомых, которые отдыхают в каких-то других странах, отмечают Новый год в гостиницах, ресторанах, клубах. И даже по своей работе могу сказать, что записываются на Новый год заранее, потому что все хотят выглядеть сногсшибательно, для того, чтобы все обращали внимание, какие у нас красивые девушки и женщины. Я знаю это не понаслышке, потому что у меня очень много клиентов, девушек, женщин, которые именно справляли Новый год на каких-то вечеринках, которых я, собственно, туда и собирала. Мы отмечали дома, и к нам пришел польский друг Блажей, и, конечно же, мы не упустили возможность, чтобы он поздравил бабушку и дедушку с Новым годом, а также с годовщиной. У них была годовщина свадьбы, 50 лет, и вы можете посмотреть видео, как это происходило. Вас хотят из Польши поздравить. Добрый вечер. Как дела? Никак, я запоминаю. С годовщиной свадьбы.
z gadowщиной свадьбы. Еще раз повесь. Андрей сказал мне с годовщиной свадьбы. Чуть-чуть. Встретили Новый год несколько раз по разным часовым поясам, потому что у нас очень много знакомых в разных странах, а затем пошли встречать уже непосредственно польский Новый год на мост смотреть фейерверки. Очень интересно, что официальный выходной в Польше это только 1 января, а 2 января уже идем на работу. 1 января мы пошли гулять в центр Варшавы, там было очень много красивых мест, где можно сделать фотографии на память, и также там открыта новогодняя ярмарка, где можно купить различные товары из разных стран. Вот в этом ларьке нам дали попробовать какое-то стойкое масло, арома масла, и оно очень долго держалось. Я даже думаю вернуться туда и купить его в следующий раз. Также можно приобрести необычные игрушки, они стеклянные и, скорее всего, ручной работы, потому что каждая особенная. 1 января много людей на улицах, все гуляют, развлекаются, отдыхают перед рабочим днем. Здесь можно купить, попробовать разные вкусности, в том числе и десерты, и закуски. А еще мы встретили здесь Деда Мороза, ну как я его называю, или это все-таки Святой Миколай. Этот большой орех называется каштан, очень вкусный, особенно когда горячий. Напоминает что-то типа сладкой картошки со вкусом ореха. Ну, в общем, вы должны сами это попробовать, чтобы понять. А еще в центре есть каток, но погода была такая теплая, примерно 15 градусов, что весь лед растаял. Но потом я гуляла уже в другой день, когда было похолоднее, и увидела, как много людей катаются на коньках. Нужно как-нибудь подловить такой прохладный день и тоже прийти покататься, пока еще есть возможность. Сейчас я вам постараюсь передать атмосферу улиц в Варшаве, чтобы вы погуляли, смогли поприсутствовать и увидеть всю красоту своими глазами. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, что еще интересно вам показать из Варшавы.